Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! Началась вторая фаза финального босса. Босс усилился, стал бить, в принципе, сам по себе больнее, и добавились еще дебафы. Он их и так, в принципе, много накладывает, но теперь еще и появились дополнительные. Тут он теперь накладывает на нас еще и уязвимость на нас, увеличивать получаемый урон на 30%. И добавился штраф к атаке от ультимейта. Остальное, в принципе, все осталось как и было. Сразу скажу, что большинство проблем с выживаемостью связаны именно с недостаточностью сопротивления в команде. Потому что есть такие пачки, где, допустим, все 4 героя в сопротивлении и, допустим, главный ДД не в сопротивлении, а в урон. И какой-то саппорт точечно, допустим, с него это все снимает, все ослабления. И в процессе боя могут возникать такие ситуации, когда кто-то из героев, который также в сопротивлении, ловит дебафы, и этот саппорт начинает переключаться уже на него. И, соответственно, наш главный ДД начинает проседать, и в итоге пачка падает. Первую команду, которую мы рассмотрим, это команда горения. Я сюда взял из пачки разъедания рейту. Если рейты нет, то сразу идем к заменам. Урон очень сильно просядет, но тут выбора особо-то и нету. Кто-то пробует через Вику бить, есть вариант через Синарелла. Через сопротивление, это вот этот талант мы берем и собираем его, соответственно, в сопротивление. И также добавляется сюда еще и Хульдерг. Хульдерг у нас будет вешать, получается, штраф к точности. Синарелл будет раздавать сопротивление. И, в принципе, нам не придется всех героев одевать через сопротивление. Но мы лишимся Зраакса из пати. Поэтому, если мы играем без рейты, то придется жертвовать уроном. В случае с рейтой тайминги я использую вот такие. Команда набивает почти 500. Ну, я особо не реролил и так все не задолбался. Поэтому до пятихатки не стал добивать. Да и смысл какой, так как это демо-день. Вот тайминги у меня вот такие. Соответственно, если у вас Синарелл и Хульдерг, то Хульдерг должен просто по КД кидать штраф к точности, чтобы босс просто постоянно под ним находился. Либо перед скиллами, которые вешают дебафы. Ну, у него их сейчас много, поэтому почти каждый скилл дает здесь, кроме первого, на нас ослабление. Поэтому прям очень сильно вот скоро Хульдерга. И за счет этого будем вот стоять, выживать. Следующая команда, это команда разъедания. Прям очень-очень печальная. Прям на нервы мне очень сильно действует. Тайминги я использую вот такие. Кстати, вот это посмотрел у коллеги, но почему-то у меня, если так поставить, то вообще пачка не доживает. Ну, опять-таки, у всех индивидуально. Вот у него получается так лучше. У меня почему-то, если Джорн вообще не ультует. Тайминги я использую вот такие. Именно вот так получилось доживать до конца. Тут, в принципе, все как и было, да. В чем вообще проблема может быть? Из-за вот этого вот. Нам главное нормально стартануть. Чтобы нам нормально стартануть, нужно, чтобы Викук кинул именно вот эти вот усиления. Но из-за вот этого щита, получается, он вначале хилит, а мы на full хп стоим. Все, и, соответственно, он этот баф не кидает, и мы ловим запрет, усиление вот здесь, на вот этом скилле босса мы ловим запрет. В чем прикол? Если хоть кто-то из героев поймает на себя дебаф, вообще любой, он с ним будет до конца. Потому что идет циклы, с каждым циклом все больше будет этих дебафов. То есть, если вы на старте увидели, что кто-то поймал дебаф, все, можно смело нажимать реролл. Потому что дальше вообще бесполезно что-то делать. Потому что Вигук у нас чистит всего лишь 2 ослабления. И ему просто не хватает, чтобы, допустим, снять все, что есть. Потому что если мы ловим запрет усиления, дальше у нас получается что происходит? Ну, к примеру, да, смоделируем ситуацию. Сакридея поймала вот этот скилл, да, просто потому что он не повесил на нас вот этот свой баф на отхил при ударе. Соответственно, босс бьет раз, бьет два, и уже усиления на нас нету. На нас кидается запрет усилений, проходит круг, на нас кидается еще 2 дебафа. Здесь у нас Викук счищает какие-то 2 из тех 3, которые на нас висят, потому что он кидает на 30 секунд, то есть на целый скилл. Соответственно, здесь на нас уже остается 1 дебаф. Идет круг, добавляется еще 1 дебаф, потому что здесь, допустим,
мы будем без усилений, потому что на нас висит запрет усилений. То есть здесь нам еще и полоску порежут, потому что если мы без усилений, то нам будет босс резать на 30% готовность абсолютного навыка. То есть у нас все начнет съезжать и так далее. Да, может пару циклов прокатить, если, допустим, Вику счистит, допустим, там запрет усиления, да, и, к примеру, запрет лечения, и запрет щита останется, то да, там цикл еще пройдет, и в итоге ситуация повторится, он поймает опять какой-нибудь дебаф, в итоге их вообще может накопиться 4. Короче, все это очень печально, поэтому если старт не задался, то лучше сразу просто реролить. Я реролил долго, и 1 100 000 000 получилось набить с копейками. Можно, в принципе, больше. Вопрос в том, сколько вы готовы времени потратить на это. Рассмотрим здесь экипировку, кстати, сразу. Таланты обязательно вот эти. Тут суть в том, что мы кидаем вот это усиление, что позволяет нам избегать наложения запрета усилений. Вот такой вот шмыгли. Никто у нас тут не через сопротивление. Все как обычно, все одеты. Единственное, что просто, ужаснейший рандом. Просто ужасный. Ну и Джорн. Джорна я в сопротивление сделал, чтобы просто он не ловил вот эту всю фигню, так как от него тут урон, в принципе, не нужен. Все коды будут в описании, там все вещи, которые одеты, сможете посмотреть. По поводу дикости. Тут уже зависит, какая у вас флора. Сейчас я вам покажу код. Я сам через дикость не бил. Вот такая у нас командочка от Продумана. Тут мы делаем на Крисосе цикл в 15 секунд. Сейчас я вам объясню, как это сделать, в принципе. То есть, если вы в прошлый раз били через дикость, то у вас все-таки остается по таймингу. Единственное, что у нас был цикл на Крисосе 30, теперь будет 15. Что у нас изменилось? Раньше у нас были все герои в сопротивлении, кроме Флоры. Теперь же нам придется и Флоре тоже выкручивать сопротивление. Около 300. Да, потеря большая атаки, но что поделать. За счет пробуд у него, в принципе, просвещенности более-менее осталось. Почти 500 миллионов у него получилось набить 5-й Флорой. Что у нас изменилось в Крисосе? Вот этот артефакт он добавил. Он дает как раз и ускорение, и на героев накладывает стаки мантры, которые дают нам также сопротивление, которого нам так сильно не хватает. Все, и за счет ускорения, плюс в рунах, плюс вот этот сет, мы выезжаем, в принципе, на цикл в 15 секунд на Крисосе. Плюс еще иной мир, баф, поэтому команда у него дожила до конца. Следующая команда — это команда сбора. Сразу покажем тайминги, которые я использую. В принципе, прошлая команда, которая была, вообще никак не изменилась. Просто вообще никак. Не менял абсолютно ничего. Вот такая у нас Ацилия, как была, так и осталась. В принципе, можно попробовать разогнать ее в сопротивление и поставить плащ, чтобы отражать вот этот вот навык обратно ему, именно уязвимость. Из-за этого навыка у босса, если мы его отражаем, у нас, в принципе, в некоторых командах урон даже вырос. Если у вас Ацилия занята в команде неустрашимости, то, в принципе, можно поставить Анезалис. Она за счет того, что также у нее есть чистка, вполне себе нормально справляется. В чем ее плюс, что она, получается, счищает именно все ослабления с наших героев, поэтому очень-очень хорошо заходит сюда. Также можно поставить ее перед Хубергом, тем самым, не знаю, починили или нет, но если починили, то еще и урон в пачке вырастет. Команда Ледяного Взрыва набила у меня 600 с чем-то. Кстати, урон вырос. Вырос за счет чего? Потому что на Фине стоит вот этот плащ, и, соответственно, она отражает вот этот вот навык уязвимости. То есть на босса иногда рандомно с вероятностью 50% вешается вот эта вот уязвимость. И увеличиваемый урон на 30%. Все, что я поменял в данной команде, это я дал просто руну на сопротивление на Белдель. Команда живет вообще без проблем, но она, в принципе, и жила-то без проблем, но если рунку не дать, то Белдель здесь тяжковато. Поэтому, в принципе, берем руну на сопротивление, хорошие допы и в бой, в принципе. Кто прошлое видео не смотрел, тоже коды скину в описании. Ну и, соответственно, тайминги тоже покажу, что как. Более подробно там шмотки можете в коде рассмотреть. Сейчас быстренько пробежимся, что тут к чему. Вот такая вот у меня сова, такая вот шина. Пиния, соответственно, сопротивление и просвещенность с раздачей сопротивления. Ну и Белдель тоже, как я уже ее показал. 120 сопротивления, все остальное полностью урон. У этой команды после усиления босса урон вырос. У команды неустрашимости вообще ничего не менял. Вот как было, так все и, в принципе, и осталось. Также и по заменам. Если Ирмуша нет, то ставим Ацилию. Соответственно, в сборе используем тогда Анезелис.
Код тоже скину на всякий случай в описании. Так, в принципе, ничего вообще не менялось. Вот такие тайминги такие остались. И экипировку можете посмотреть, в принципе, в коде, либо в прошлом видео. Тут мы тратить на эту команду время не будем, потому что не менялось вообще ничего. И команда призыва. Тут много людей просило сделать обзор также и на 5-ю Лильванис, поэтому сейчас мы немножко объясню, что, как правильно делать цикл. Допустим, у меня цикл 15 секунд. Сейчас я объясню, как это сделать. Но это для владельцев 5-й. Если у вас Лильванис без пробуд, либо по 4-й, то, соответственно, делаем цикл 17,2. И покажу сейчас разницу в талантах. У этой команды тоже урон вырос. В прошлом видео у меня на Торине стоял рок, но здесь я поставил плащ. И урон перевалил за 600 миллионов там с чем-то, короче. По талантам сейчас покажу. Если Ливанис 5-я, то мы берем, допустим, у Ирзилоса вот этот талант. Если не 5-я, то берем нижний. У Синтрелли, в принципе, ничего не меняем, пусть так и стоит. Торин у нас раздает сопротивление. Вот так вот он у нас одет. И, соответственно, Бернейт. Тоже берем вот этот талант. До усиления смысла не было, в принципе, на Торина одевать плащ. Потому что с плащом, в принципе, было меньше урона, потому что мы отражали только штраф к защите, и не особо-то это на урон влияло, потому что при таком цикле урон, в принципе, никак не менялся. Разлом всегда и так висел, и никакого бонуса это толком не дало. Поэтому до усиления в команде именно призыва, где 5-я Лильванис, лучше использовать рок. Если до 4-й пробуды, то плащ используем и до усиления, и после усиления. Потому что так урона выходит больше. Все, ну и Лильванис, в принципе, тут и ничего не меняем. Она у нас и так нормально заливается, даже с запасом. И важный момент, в самом конце у нас, получается, она успевает залиться, и полоска уже подходит к концу. В самом конце отключаем тайминги и даем ей в самом конце ультануть. Желательно, конечно, сделать скорость на единичку. Примерно за 3 секунды до конца мы должны ультануть будем Торином, чтобы сработал кукольник. Если мы ультанем раньше, то он не сработает, потому что не прошло 15 секунд. То есть нам нужно будет выжать, прожать. Торин залился. Ультуем Ирзилосом вручную. Бернейт мы ультуем заранее. Она, кстати, почему-то заливается намного быстрее остальных, поэтому ее мы прожимаем, потом уже отжимаем тайминги. И в самом конце, где-то за секунду, за 2, там уже как получится, ультуем Лильванис. При такой последовательности у нас будет, получается, урона больше всего. Так, по командам вроде уже все разобрали. Кому там что непонятно, пишите в комментариях. Коды команд скину в описании. А так что, завтра будет стримчик, заходите. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.